Добрый день. Меня зовут Алексей Чесноков, я ведущий литературного клуба «Чтобы почитать» в Национальном центре «Россия». И я сегодня очень рад вас приветствовать здесь, в этом зале. И, во-первых, конечно, поблагодарить за то, что вы нашли время для такого, как мне кажется, интересного события. У нас впервые формат битвы талантов. Причем битвы талантов в двух смыслах. Это таланты двух великих русских писателей, самых издаваемых и самых популярных в России. Это Федор Михайлович Достоевский и Михаил Афанасьевич Булгаков. И это битва наших двух современных талантов. Я хотел бы их вам сейчас представить. Это Евгений Викторович Жаринов, писатель, профессор, литературовед. И Николай Евгеньевич Жаринов, культуролог, публицист, писатель. Маленький секрет для кого-то – это отец и сын. И у нас часто говорят о важности разного рода династий. Вот это представители творческой династии. И мне кажется, это чрезвычайно важно, чтобы мы обсуждали разные темы в разных смыслах, в разных исторических и смысловых контекстах. Как будет построена наша сегодняшняя встреча? Она будет разделена на 3 блока. Первый блок – это тема, связанная с жизнью, творчеством, искушениями, соблазнами и музами, которые сопровождали наших двух великих русских писателей. Здесь у нас будет по 10 минут у каждого выступающего, 10 минут у Евгения Викторовича, потом 5 минут перекрестные вопросы со стороны Николая Евгеньевича и с моей стороны, потом 10 минут у Николая Евгеньевича и, соответственно, 5 минут перекрестных вопросов. Затем мы перейдем ко второму блоку, в котором обсудим отношения писателей и власти, властей, может быть, даже. И та же самая история, по 10 минут от каждого выступающего и по 5 минут перекрестные вопросы. После чего мы запустим голосование, и вы проголосуете по QR-коду за того или иного писателя, и мы сделаем некие выводы об этом. И в третьем блоке по 3 вопроса от каждой части зала к каждому из наших выступающих. Я хотел бы еще раз напомнить, что мы находимся в Национальном центре «Россия». Это сегодня ведущая интеллектуальная и политическая, информационная площадка страны. Этот центр создан по распоряжению президента. И здесь мы много говорим о разного рода смыслах, разного рода событиях, разного рода историях, связанных с прошлым и будущим. И думаю, что можно уже начинать. У нас на экране будет таймер, чтобы наши выступающие и вы могли следить за ходом, могли видеть, насколько это волнительно работать в определенном тайминге, извините за нерусское слово, и могли бы сделать выводы для себя, насколько это все интересно, живо и так далее. Спасибо еще раз. Итак, начинаем. Начнем мы, конечно, с Евгения Викторовича. 10 минут. Федор Михайлович Достоевский. Жизненный путь, соблазны, искушения, творчество, конечно же. Ну и отношения с музой или музами. 10 минут. 10 минут, да, конечно. Он пятикнижие его, а я его за 10 минут. Кто-то сказал, кажется, Вуди Аллен, освоил скорочтение и за день прочитал «Война и мир». Понял, что что-то про войну. Вот приблизительно так, наверное, получится мое выступление. Ну, во-первых, само рождение. Это, помните, музей Достоевского, он находится недалеко от театра Советской армии. Там находится недавний туберкулезный диспансер, я там лежал, лечился. И это больница, в которой практиковал отец Достоевского, и там квартирка их. Вот, честно говоря, все начинается с детства.
потому что, судя по всему, отец у него был деспотичен. Чтобы понять, какая была медицина начала XIX века, то я сразу вам скажу, операции длились по таймингу, как у нас сейчас. Причем великий Пирогов спорил с другим хирургом, сумеет ли он за считанные секунды вырезать камни из почек, при условии, что больной мог умереть от болевого шока. Вот такая больница, в которой практиковал отец Достоевского. Отец мечтал купить имение, купил, но был настолько жесток, что его убили собственные крестьяне. И вот Федор Михайлович, он был не один в семье, вырастает в этих условиях. Конечно же, какая у него карьера? Стать военным инженером. И он становится военным инженером. Потом связывается с петрошевцами, как вы понимаете, попадает под каток власти, это Николай I. Николай I не такой ужасный царь, которого малевали во всю советскую эпоху. Ну, а о Николае I я могу говорить бесконечно. Я отсылаю книги Гершензона «Эпоха Николая I». Там многое что скажет. Так вот, Николай I становится как бы первым камнем преткновения. Это каторга, и в дальнейшем это его работа, я имею в виду Федора Михайловича, где он описывает свое пребывание «Мертвый дом», записки из «Мертвого дома». Что такое каторга? И там у него происходит перерождение, потому что он встречается с женами декабристов. И жены декабристов для Федора Михайловича явление уникального христианского света. Это те самые жены, которые приняли еще большее страдание от деспотии Николая, вроде бы, да. И одна из них дарит ему Евангелие. И в записках из «Мертвого дома» сказано, поэтому это Евангелие сохранилось бы со мной на всю жизнь. Я учил по ней какого-то чеченского парня, который сидел вместе со мной, русскому языку. Это Евангелие было моим путеводителем. Его кто-то украл у меня там, в этой самой каторге. И выходит с каторги уже другой совершенно человек. Он, в общем-то, влюбчив, страстен, увлекается замужней женщиной. Муж, который пьет, у нее есть ребенок. Потом муж умирает, она пишет ему письмо, в Семипалатинске они там встречаются. Это вся глубокая сибирская провинция и так далее. Это первая, как бы, вот официальная жена Федора Михайловича. Потом он увлекается молодой, когда переезжает в Петербург, молодой. Тогда не было студенток, тогда не было женского образования. Вольной слушательницей университета Аполлинария, которая, в общем, стала потом по прообразам всех его ужасных женщин вамп, в частности, героинь романа «Идиот», героинь романа «Братья Карамазовы», Грушенька и так далее. Он из нее брал и черпал вот этот ужас. Вообще все женские образы – это опыт, болезненный опыт любви Федора Михайловича. Был он страстным, был он игроманом, был он эпилептиком. Но я еще раз говорю, если бы все эпилептики были Федором Михайловичем, если бы все графоманы были Федором Михайловичем, не надо ставить здесь знак равенства, тождества, потому что эпилепсия и игромания – это как бы побочные эффекты. Любой гений, он всегда выбивается из нормы. Как говорил Лесков, да у вас скоро обмороки от здоровья будут. Здоровье – это тоже, знаете, опасная болезнь. И, конечно, гений, он всегда вне нормы. Гений, он всегда заглядывает куда-то, так сказать, «абисус абисум инвокат», «бездна с бездной» говорит. А гений – это бездна. И говорит он с бездной. И так далее. И вот, наконец, появляется третья его супруга законная, да, которая младше его на много лет, и которая становится вот той самой музой, спасительницей. И у него появляются дети, и она, в общем-то, становится действительно его спасением.
Она избавляет его от долгов, она помогает ему справиться с игроманией. Ей всего там где-то 25 лет, а он уже взрослый мужчина. Она стенограф, потому что ему надо написать за 26 дней роман «Игрок». И, в общем-то, роман про себя, про игроманию. Представляете, как игроман изживает из себя этот грех. Он пишет роман. Потрясающая терапия, я вам скажу. Потому что одна эйфория сменяется эйфорией творчества и так далее. Он падает в падучий, а ему надо за 26 лет написать. И его супруга Анна Сниткина, стенограф, пишет все, что он диктует ей до бреда. Они вдвоем осиливают этот труд. Если бы этот роман «Игрок» не был написан бы за 26 дней, и замечательный фильм «26 дней из жизни Достоевского», там Солоницын играет Достоевского, вся ситуация там прекрасно передана и так далее, то он попадает в долговую тюрьму, ну не в тюрьму, а в зависимость, из которой он уже никогда не вылезет и так далее. Роман сдан вовремя, начинается исправление этой ситуации. Вот вся его беда. На самом деле все герои, описанные Федором Михайловичем, они, с одной стороны, явление так называемого фантастического реализма. Что это такое, это особый разговор. А с другой стороны, это, в общем-то, печать его собственной весьма болезненной жизни. Весьма болезненных проблем, с которыми он сталкивался почти каждый день. Ну вот как вам представить? Если вы когда-нибудь видели эпилептика в припадке, вы тогда поймете, что это такое. Эпилепсия считалось, что это болезнь царей. Например, Юлий Цезарь болел эпилепсией. Это страшная вещь. Это уж мучительная вещь, эпилепсия. Вы представляете, выходить из этого состояния и писать. Кстати сказать, современники к Достоевскому относились очень странно. Они все время находили в нем ляпы. Вот одна из них, наиболее распространенная в «Преступлении и наказании», когда Раскольников входит в комнату к Алене Ивановне, там Достоевский описывает. В центре комнаты стоял круглый стол овальной формы. И таких ляп полно, потому что надо было быстрее писать. Он должен вовремя получить гонорар. Это единственный его источник дохода. У него, в отличие от Тургенева и Толстого, нет земли. Он не миллионер, помещик. Он должен писать, писать и писать, как паденщик и так далее. И плюс ко всему много других страстей. И, конечно же, были ляпы. За эти ляпы ненавидел его Набоков, считая, что это за писатель, ничего великого в нем нет, какие-то аффектированные романы, бульварные романы, не более того. Действительно, в творчестве Достоевского много допусков. Ну, одну сцену хотя бы. Вспомните, когда бросает пачку 100-тысячных ассигнаций в камин, какое-то индийское кино. И появляется такой же индийский персонаж, да еще целая группа. Говорит, да я зубами достану и так далее. Страсти на разрыв. Действительно, у Набокова, этого эстета, были такие, не только Набоков. Упрекали Достоевского. Есть такая книга Достоевский «Про и контра». Посмотрите, там все об этом сказано. Но несмотря на все эти ляпы, несмотря на всю эту быстроту написания текста, он почему-то великий. Он действительно великий. Почему и как, это уже другой вопрос. Все. Спасибо большое. Для меня сегодня очень ответственное событие. Я часто готовлю людей к политическим дебатам, но впервые я нахожусь в ситуации ведущего. Поэтому, если вдруг возникнут какие-то шероховатости, проблемы и что-то вам не понравится, валите все на меня. Это мои косяки. А сейчас я хотел бы следующие 5 минут. Это раунд перекрестных вопросов. И, Николай Викторович, первый вопрос от вас. Ой, я так и знал. Вот готовился, но понимал, что в какой-то момент я накосячу. Вот этот самый косяк и прилетел. Я не Витя, это точно.
Ну ладно, деда помянем. Вопрос у меня вот какой возникает. Меня больше всего, что всегда в Достоевском поражало, это его культ страданий. То есть, помните все фразу, да, мера страдания определяет меру истины. Даже внешне, вот посмотрите, самый он неудачный везде портрет. такой был. Это самый удачный кисти Да? Перова именно потому, Понятно. что он полностью выражает характер Достоевского, который все время был таким ребенком замкнутым, крайне мрачным и, конечно, сфокусированным на страданиях, но самое главное, не только на своих. То есть меня все время поражало, и я вот в этом отношении хотел как раз отцу задать вопрос, что он тему страданий переносил все время и на образ любви. Помните фразу, когда князь Мышкин видит Настасью Филипповну, он объясняет свою любовь следующим образом. «Я-то что? А она страдала». И вот из этого страдания рождается любовь. Да? И как написано уже в другой великой книге, печальный вид женщины обычно всего становится для многих мужчин предметом постоянства в любви. Точнее, признаком постоянства в любви. Что, конечно, не так. Вот, отец, как ты думаешь, это страдание с любовью в связи, как влияет на творчество Достоевского и на его женские образы? Вот мы берем первое его произведение, после которого, по легенде, неизвестно, правда это была или нет, прибегают к Белинскому, Некрасов, если не ошибаюсь, еще кто-то, как раз с этим рукописью «Бедные люди», и кричат: «Новый Гоголь родился». На что Белинский по легенде сказал: у вас Гоголи каждый день рождаются. Но когда начинает читать «Бедные люди», опять же, по этой легенде, которую поддерживал сам Федор Михайлович, он встречается с ним, с Достоевским молодым, это первое его произведение, и спрашивает: вы сами-то поняли, чего написали? Да? Потом у него с Белинским будет спор. Потом он не примет Белинского и прочее, а тогда он был ему благодарен необычайно за это признание. Так вот, в этом произведении «Бедные люди» это эпистолярный жанр. Что такое эпистолярный жанр? Это очень аристократический жанр. Например, Руссо, Жан-Жак Руссо, Юлия Ленова и Лоиза. Например, Шодерло де Лакло, «Опасные связи». Например, романы Ричардсона. Это все аристократический жанр. На этом строилось само понятие западноевропейского романа, как романс, рассказ о любви. А тут, грубо говоря, как это сейчас говорят-то, два лузера, два почти бомжа, да, такая, извините за грубость, бомжистая проза, да, и Девушкин пишет своей возлюбленной письма, а она ему письма пишет. И они бедные люди, они не просто, они на таком уровне бедности находятся, что Достоевский так понимает эту бедность, потому что она въелась ему в печенку. Не случайно один из героев потом скажет: бедность, молодой человек, не порок, нищета порок. А он знает, что такое нищета. И вот вдруг эта нищета рождает в душе Макара Девушкина и его молодой возлюбленной взаимное чувство. А тут, в общем-то, бессознательно или сознательно звучит одна великая евангельская мудрость. «Блаженны нищие духом, ибо им принадлежит Царствие Небесное». Потому что, если говорить об этом, то путь человека, как сказал в одном великом фильме один кардинал: кто вам сказал, что вы рождены для счастья? Вы рождены для страдания, потому что как раз через страдания открывается истина. И поэтому блаженны нищие духом.
вот эти нищие духом, ибо им принадлежит Царствие Небесное. И Федор Михайлович в этой повести демонстрирует эту красоту любви. И в этом смысле подумайте только, эта красота двух лузеров равняется Шодерло де Лакло «Опасные связи», Юлия Ленова «Элоиза», романам Ричардсона. Самой аристократической любви, какая только возможна в мировой литературе. Все. Спасибо. Мы переходим к следующему блоку. Я не буду задавать вопрос, потому что после такого блестящего ответа, кажется, все можно только испортить. Но я хотел бы вернуться, Николай Евгеньевич, к вопросу об общем и особенном. Вот когда мы были детьми и в школе писали сочинения, часто типовые были такие названия. Общее и особенное в произведениях того-то, того-то. А что общего и особенного в жизни Булгакова и Достоевского? Ну, кроме там то, что они любили женщин уже бывших замужем, допустим. Или что тоже нуждался Булгаков сильно и квартиру никак не мог получить. И вот эти общие и особенные черты в жизни, творчестве, искушениях и соблазнах и отношениях с музами, мне кажется, чрезвычайно интересно было бы тоже раскрыть. Да, конечно. На самом деле этих авторов связывает намного больше. Я вообще бы, в принципе, не ставил их в какую-то оппозицию, потому что, знаете, самое, наверное, травматичное воспоминание для Булгакова, это был тот момент, он, кстати, перенес это воспоминание вот в этот роман «Мастер и Маргарита». Помните историю, когда кот пытается пройти в Грибоедов, его спрашивают, соответственно, а где твои документы? Он отвечает, что у Достоевского были документы, что он писатель. И девушка на чистом глазу ему говорит: вы не Достоевский. Это на самом деле травма самого Булгакова, потому что эту фразу «ты не Достоевский» ему произнесла его вторая жена, Любовь Белозерская. У них в доме стоял телефонный аппарат. Булгаков на тот момент уже был опальный писатель, его произведения снимали, он все равно отчаянно пытался работать. А Любовь Белозерская часто с подругами трещала по телефону, который стоял как раз над рабочим столом писателя. И вот когда Булгаков не выдержал и сказал: Люба, в таких каторжных условиях не работал даже Достоевский, она к нему повернулась и сказала: ты не Достоевский. Что для Булгакова, естественно, была как пощечина. А так их связывает очень многое. Характер, взгляд на искусство, обращение к театру. За что, например, Набоков ругал все время Достоевского? За то, что он говорил: вот если бы Федор Михайлович писал пьесы, вот это были пьесы, а на романы это не тянет. И действительно, Достоевский очень театрален, его крайне легко ставить. Его замечательно совершенно экранизировать. Его текст очень визуально насыщенный. Ты буквально видишь, как все это представить. Но заметьте, то же самое у Булгакова. Все его произведения, они насквозь театральны, потому что сам Булгаков приходит в литературу не через литературу. Он в литературу приходит через театр. Первое и самое важное в жизни Булгакова – это, естественно, визиты в Киевский оперный театр. Ну вот, что у нас является собой Киев там, до конца XIX века? В общем-то, вполне себе захолустный городишко, который на столицу области даже особо и не тянет. Весь расцвет Киева, вот его перестройка, начинается в конце XIX века, когда у вас идет как раз политика ориентации на русскую историю. Туда Врубель едет восстанавливать старые росписи церквей, у вас открывается оперный театр, у вас там становится постоянная труппа в этом оперном театре. Хорошо, Маяковский написал «К бабушке в Киев». Да. Почитайте, чтобы представить, каким Киев казался тогда. Вот. И что получается? И вот Булгаков как раз оказался в этом городе, в котором появился оперный театр свой большой, полноценный, в котором выступает итальянская опера. А это ж важно с какой точки зрения. Понимаете, нам сейчас это сложно понять, потому что мы, если слушаем музыку, мы ее в наушниках врубаем, и все. Да, и хочешь на репит ставь, хочешь как угодно, где угодно, что угодно. В тот момент у вас вообще ничего подобного нет. У вас нет, точнее, есть граммофоны, но вы не представляете себе, сколько они стоят. Граммофоны стоят как космос, а пластинки стоят еще дороже, потому что все пластинки делаются из шелака. И записывается на них совсем небольшой промежуток времени. Это дорогое удовольствие. Как говорится, хочешь, чтобы у тебя опера звучала дома? Учи, пой, играй.
что Булгаков и делает. Он же приходит к Фаусту не через литературу, не через Гёте. Он приходит к Фаусту через постановку Гуно. Эту постановку они регулярно разыгрывают дома. И Булгаков, он проникает в этот мир театра еще с самой юности. Даже, заметьте, Станиславский, когда о Булгакове говорил, он говорил, что Булгаков был великолепный актер, хотя на актера он никогда не учился. Потому что вот эта театральная среда была воспринята им еще с самого детства, с самой юности, в семейном кругу. Вот этот его образ счастливого детства, а у Булгакова очень счастливое детство, за исключением одной, наверное, трагедии, это смерть отца. Он этот образ счастливого детства пронесет через все свое творчество. От и до. Все время у него будет везде какой-то один и тот же уютный приют, в который хочется вернуться. Вспоминаем с вами. Это и «Белая гвардия». Что у них там есть? У них там есть их дом, в котором они все возвращаются. Это печка расписанная, а это дом самого Булгакова на Андреевском спуске в Киеве. Что дальше? Это подвал мастера, который также воспринимается как уютный приют, как место, где его никто не потревожит, где все будет хорошо. То же самое квартира профессора Преображенского в «Собачьем сердце». И в этот приют все время хочет каждый раз кто-то вторгнуться. Что в «Белой гвардии», что в «Собачьем сердце», что в «Мастере и Маргарите». Все хотят разрушить вот этот вот идеальный мир, этот идеальный рай, который он для себя постоянно формировал. Помимо театральности, это, естественно, его любовное увлечение. А в этом смысле Булгаков, конечно, Федору Михайловичу тоже ничем не уступал. Первая его юношеская связь, которая в итоге вырвалась и в первый брак, закончилась очень нехорошо. Первая жена про Булгакова никогда ничего не вспоминала. Она не оставила никаких воспоминаний, никаких записей. Она вообще, в принципе, о нем ничего не упоминала. Булгаков даже перед смертью единственное, о чем просил, чтобы его первая жена простила. Она прошла с ним через все. Потому что мы должны об этом тоже напомнить. Булгаков, он морфинист. Он в определенный момент действительно начинает злоупотреблять этим веществом. Это все блестяще описано в его повести «Морфий». Это прям идеальный документ болезни. Там Булгаков не оставляет никаких сомнений в том, как это все протекает и к чему это все приходит. Она его, по сути дела, из этой болезни вытащила. Она с ним прибыла в Москву, чтобы вы понимали, насколько сложно было в Москве в 20-е годы. Один просто простой факт. Булгаков приходит в 21 году, чтобы вы понимали уровень расцвета преступности в тот момент в Москве. У Ленина угнали лимузин. Вышвырнули из лимузина его, Крупскую, шофера и угнали. В Москве, в центре. Можете что-нибудь такое сейчас себе представить? Вот вам примерно уровень развития преступности в Москве в начале 20-х годов. И как с ней боролись. Еды нет, работы нет, квадратных метров нет, ничего нет. Булгаков садится за свой первый роман. Большой. «Белая гвардия». Это роман, это именно воспоминания о доме. Он пишет его в суперубогой квартире. Как раз та самая квартира 50 на Садовой улице. Сейчас там находится музей Булгакова. Он там занимал всего 6 квадратных метров в комнате рядом с кухней за занавеской. Его соседкой была проститутка. Еще там разные другие люди. В общем, никаким счастьем не пахло. Там он пишет этот первый роман «Воспоминания». Там же он впервые в Москве знакомится с театральной сценой, потому что постепенно вливается во всю эту тусовку. Знакомится с Алексеем Толстым уже лично. Через него знакомится с Любовью Белозерской. Любовь Белозерская, его вторая жена как раз, это та женщина, которая придаст ему тот самый лоск, те самые воспоминания, как раз, которая будет ориентировать его на театр. А Булгаков-то расцветет именно как театральный драматург, в том числе как режиссер. Его малые формы, заметьте, тоже в этом смысле крайне важны. Булгаков не просто хотел оставаться в театре, театр для него был священным, но ему при этом хотелось написать и высказаться через определенные тексты. Одна из самых главных для него тем – это, естественно, тема Фауста. Подчеркнутая из детства, пронесенная через всю жизнь. Тема Фауста встречается у нас и в «Белой гвардии», тема Фауста встречается и в «Собачьем сердце», потому что кто такой доктор Преображенский, как не доктор Фауст, который берет, по сути дела, воскрешает человека, разгадывает тайну человеческой души, предотвращает смерть, по сути дела, создает гомункулуса. И что такое «Мастер и Маргарита», как не продолжение темы того же самого Фауста, где у вас там напрямую все связи, в общем-то, заимствованы и показаны.
Перед Булгаковым стоит задача-то крайне непростая. У него задача написать русского Фауста, но не просто взять и переписать Фауста, да? А на похожий сюжет написать что-то новое, что-то уникальное, а это, поверьте, задача совсем непростая. Тем более, что Фауст — это не наша легенда и не наша история. И адаптировать это под нашу реальность так, чтобы это воспринималось каждым, а заметьте, получилось. Это кажется простым романом, но это совсем не так. Самая главная его связь — это, естественно, его третья жена, Елена Сергеевна. Это вообще абсолютная идиллия. Даже все знакомые описывали, что они практически никогда не ругались. То есть вот эти 10 последних, самых несчастных, наверное, лет в жизни Булгакова, потому что у него нет никакой возможности реализации. Все, что он пишет в стол. Он единственное, что имеет, он имеет работу в МХТ, работу второго режиссера. Но все остальное блокируется. Блокируется его «Кабала Святош». 3 спектакля, после этого все снято. А он хочет поставить уже, чтобы приблизиться к Сталину, пьесу «Батум». Отменяют. Отменяют все, он абсолютно понимает, что ничего не будет издано. И единственное, кто это спасает, это вот как раз Елена Сергеевна, которая на самом деле, вот на последнее слово, вот представьте себе, насколько Булгаков псих. Он с Еленой Сергеевной знакомится в тот момент, когда вообще он уже всеми преследуемый писатель. И он не просто ударяет за женщиной, он ударяет за женщиной, которая жена начальника Московского военного округа, преподавателя военной академии. Да? Это звуки одобрения или возмущения? И самое главное, не просто добивается успеха, но и отбивает. Это по поводу того, что женщины не всегда меркантильны. Во всяком случае, жены великих писателей точно. Спасибо большое. Евгений Викторович, ваш вопрос. Ну, понятно, что сначала-то был Федор Михайлович, а потом возник Булгаков. Логично. Понятно, что до Федора Михайловича был еще Николай Васильевич Гоголь. Понятно, что да, вместе с Гоголем был еще и Пушкин. И понятно, что Достоевский по-особому относился и к Гоголю, и к Пушкину. И вот тут возникает вопрос. Естественно, Булгаков – человек, который вырос из всей классической литературы и культуры. У него просто в выражениях, в каких-то гэгах, которые запомнили и пошли в народ, есть и гоголевская, и Достоевская, и пушкинская. Куда хотите. Вспомним «Белую гвардию», там и Пушкин, и бесы Достоевского, все переплетено. А у меня вот в связи с этим такой вопрос. А где наиболее ярко, на твой взгляд, в творчестве Булгакова проявляется влияние Федора Михайловича? И есть ли оно вообще? Да, есть, конечно. Бесспорно. А если брать наиболее яркое проявление, ну смотри, я здесь остановлюсь на 2 текстах, потому что «Мастер и Маргарита» там все-таки немного другое, там есть определенные отсылки к Достоевскому, но они не столь критичны. А «Белая гвардия», во-первых, да, там это напрямую, и образ детства как счастье, и вот этот побег из детства, это же абсолютная идея Достоевского, то, что ребенок — это образ Христов. Но больше всего в этом смысле, наверное, мне кажется, ближе по духу к Достоевскому его великая повесть «Собачье сердце». Я как раз не так давно ее перечитывал, и знаете, какой момент меня поразил? Как удивительно Булгаков проникает в сознание пса. Это ведь абсолютно же история по Федору Михайловичу. От и до. Как он показывает этого пса страдающим, а самое главное, что это страдание его, этого пса, как будто очищает, как будто его возвеличивает даже до ранга человека. И знаете, что поразительно другое? Булгаков может так великолепно, с таким состраданием передать вам мысли пса, но он совершенно не способен проникнуть в голову пролетария.
Потому что в тот момент, когда вы читаете все части про Клима Чугункина, вы понимаете, что Клим Чугункин, я напомню, да, так звали Шарикова до смерти, вот, Полиграф Полиграфовича, что там становится как будто железобетонная дверь. У вас нет ни одной мысли, у вас есть одни реакции. И вот на этих реакциях, на этих инстинктах человек, по сути дела, и продолжает жить. Это же, опять же, как мне кажется, очень близко по теме созвучно с Федором Михайловичем. Ну и, конечно, становится понятно, по какой причине эту повесть никогда бы не могли издать в Советском Союзе. Ну, потому что пролетарий во всех смыслах хуже собаки по этой книге. Вот как-то примерно так. У меня короткий вопрос. Понятно, что в школе нас тоже мучили Петербургом Достоевского, а у Булгакова главный город все-таки, наверное, в этом Москва. великом произведении это Москва. Вот что вам кажется важным для понимания Москвы и Санкт-Петербурга из этих двух произведений можно было бы подчеркнуть? Знаете, проблема в том, что Москва такая уже не осталась, то есть Петербург сохранился лучше, Москва очень сильно изменилась, остались только небольшие вещи, которые связаны. Москвичи остались. Да, москвичи остались. Вот в целом это хорошо очень описано, да, и атмосфера города, и нрав Москвы, вот это все осталось на все 100%. А так, да просто пройтись по маршруту, например, как у вас бежит Иван Бездомный, да, вот это вся погоня, это один из самых красивых маршрутов прогулки по Москве. Просто так, если говорить. И то же самое с Достоевским Питера. Знаете, я вот не так давно пересматривал фильмы Балабанова, все практически, и удивляюсь, насколько точно Алексей Октябринович показывал город вот именно в стилистике Федора Михайловича и всегда по-разному. То есть он же там, например, в фильме про уродов и людей показан с воды. Этот город показан радостным и даже каким-то приветливым, когда мы говорим про его «Мне не больно». И это все очень-очень-очень созвучно с Достоевским, у которого тоже как бы, Питер все время по-разному. Спасибо. Ну что? Можно я добавлю? Да, конечно. Потому что мне кажется, было упущено самое главное влияние. Дело в том, что Михаил Афанасьевич и Федор Михайлович были мистиками. И если брать Достоевского и его братья Карамазов, вот это у меня том лежит, то там огромное значение имеет диалог брата Ивана с чертом. И черт там настолько очарователен, что сведет с ума не только Федора Михайловича, то есть Булгакова, но и Томаса Манна с его знаменитым доктором Фаустусом, который строится как раз на диалоге с чертом. И у черта там есть такая мистическая фраза у Федора Михайловича. Как бы мне хотелось превратиться в толстую купчиху, которая ставит свечку в храме. Хотел бы я обратиться семипудовой купчихой и Богу свечку поставить. Вот и в этом смысле мистицизм присутствует и там, потому что «Мастер и Маргарита», ведь что там греха таить? Это роман о дьяволе. И дьявол там играет самую... Уберите оттуда Воланда, и нет ничего. Все рассыпется. Получится простая история Хуана и Марии, и не более того. А вот Воланд там добавляет кое-что. И это тот самый мистицизм, который связывает и Булгакова, и Достоевского, а до этого Гоголя. И мне кажется, то, что их объединяет, это то, что они прекрасно ощущали скрытое присутствие дьявола в каждодневной жизни. У Булгакова просто он явно всем является, у Достоевского только брату Ивану. Но он там есть, и он там присутствует. Но почему это важно? Потому что любой священник скажет вам, что дьявол делает все, чтобы о нем забыли. А эти писатели проявляют его существование. Они о нем не забывают. Потому что если о нем забыть, то он в темноте своей начнет творить такие гадости, что мало никому не покажется. Спасибо большое.
Евгений Викторович перешел к теме отношения художника и власти вот в таком контексте, потому что это тоже своего рода власть, власть потусторонняя, которую мы не всегда понимаем. Но я думаю, что пора переходить к нашему второму блоку. Это взаимоотношения писателя, мастера и власти, или властей. И здесь, конечно же, есть очень много параллелей и очень много совершенно разных историй. Ну, я думаю, что отношения Достоевского и царей, при которых он жил, это на час или на два рассказ. Отношения Сталина и Булгакова до сих пор остаются одной из тех интриг, вокруг которых строятся отдельные исследования. Был ли разговор, не был ли разговор, о чем они говорили. И вспоминают об отношениях Сталина к спектаклю «Дни Турбиных», вспоминают о том, как Булгаков жаждал этой самой встречи со Сталиным, которая так и не состоялась. И все это, конечно же, продуцирует огромное количество не только исследований, но, я бы сказал, интеллектуальных загадок. И, опять же, влияние Достоевского на мыслителей того времени, если почитать философов, мыслителей, интеллектуалов, как сейчас принято говорить, XIX века, конца XIX века, то Достоевский, безусловно, один из тех, кого можно назвать властителем дум. Это же ведь тоже своего рода власть. Власть же это не только принуждение, не только грубая сила приказа, но власть это и мягкая сила убеждения, власть это мягкая сила мысли. Ну что, начнем, наверное, теперь уже с Николая Евгеньевича. Ваши 10 минут. Давайте. Вообще, понятное дело ведь, что Булгаков, он в стране Советов был не своим. Он сам об этом точно заявлял. Роковые яйца, конечно, это не от советского человека. Ему здесь совершенно не нравилось. Он вообще не хотел никак быть причастным к этому новой власти. Хотя, да, он работал на пропаганду, он писал для газеты, которая выходила на Западе, как раз, чтобы показать, насколько хорошо все в новой стране Советов. Эта газета накануне была. То есть он был рупором пропаганды, но он это делал без особого какого-то удовольствия, просто потому что иначе делать не мог. А так, если мы вспоминаем почти все его произведения, то это, ну да, такая сплошная критика именно пролетариата. Да? И, кстати, даже спор с Достоевским. Ведь помните, когда мы говорим с вами, допустим, о Белой гвардии, там Мышлоевский, по-моему, говорит, вот этим мужики-то по Достоевскому вот дорвались до власти, да, как бы что, Бога принесли? Нет, как бы не принесли. И главный, наверное, враг для Булгакова, как для эстета, как для человека, который получил очень хорошее образование, это невежество. Это же видно даже по его запискам врача. То есть, когда он описывает эту всю ситуацию, когда крестьяне, по сути дела, сами себя гробят, вместо того, чтобы обратиться за помощью, потому что думают, что все всегда смогут сделать лучше, из-за чего приходится страдать доктору Полякову несчастному, да, это и есть, в общем-то, отношение самого Булгакова вот к этой новой власти. Он прекрасно понимал всю глупость многих учреждений. Булгаков приходит, когда работает в ЛИТО, да, это было агентство, созданное как раз для литераторов в самом начале еще что Советского Союза, он первым делом туда устроился работать. Про это ЛИТО, кстати, Маяковский написал про заседавшиеся. Поэтому даже как бы среди поэтов, которые были сторонниками власти, в общем-то, многие прекрасно понимали смысл этой организации. Примерно так же говорил и Булгаков, когда он говорил, да, здесь нет ни стульев, ни столов, ни читателей, ни писателей, ничего нет. Да? Только организация есть, и только вывеска одна, а за этой вывеской, в общем-то, все пустое. Булгаков же прекрасно понимал, что искусство настоящее, оно ориентировано на вечность. Это у Бродского есть очень хорошая речь, по-моему, это на вручении Нобелевской премии он говорил, если я не ошибаюсь, может быть, не точно, о том, что политика и искусство никогда не будут идти вместе. И не смогут идти вместе. Не смогут идти вместе по одной причине, они работают с разным временем. Искусство ориентировано на вечность, политика ориентирована на здесь и сейчас, потому что решает все текущие вопросы.
Эта ориентация делает их совершенно разнонаправленными. Из-за этого они никогда не смогут до конца сойтись. Потому что одно задает как бы вектор развития на долгие годы вперед, здесь работает только тут и сейчас. Булгаков ведь прекрасно видел, прекрасно понимал все проблемы Советского Союза. Он прекрасно понимал, что надели новую ширму, а все, по сути дела, оставили точно таким же. Что люди никак не поменяли своей природы. Что это все просто не более чем красивая вывеска. Он это замечательно видел. Мог ли он об этом говорить? Нет, конечно, не мог. Мог ли он критиковать? Хотя он это думал, а самое главное, мы сейчас читаем с вами, ну, как бы нам смешно. Больше того, мы понимаем, что очень многие вещи в его сатире, они вообще, в принципе, не потеряли актуальности. И что люди, в общем-то, такими остаются. Ну, то есть читаешь его «Собачье сердце», смотришь, там описаны все эти замечательные команды, которые приходят уплотнять профессора Преображенского, и понимаешь, что и сейчас такое может быть. Да и в любой момент истории такое может быть, потому что люди, в принципе, не меняются. А главная задача искусства, классического, да, как мы с вами помнили, состояла в чем? В том числе править нравы. А эти нравы Булгакову править и не давали. Ведь заметьте, его «Дни Турбиных» допущены до сцены только из-за того, что там изменены очень важные вещи. То есть там погибает главный герой Алексей Турбин. В романе он не умирает, в пьесе он умирает. Но ключевой момент там, конечно, в Мышлоевском в конце. Потому что Мышлоевский в конце в романе, он не принимает новую власть, он говорит просто новым грозным вот облик, который они тоже переживут. Мышлоевский в пьесе принимает власть и говорит, что вот, это будет новый порядок, новый мир, мы за этим миром пойдем, мы будем там творить уже историю. И это был вот такой ключевой момент. Хотя, естественно, что пьеса была дикой провокацией. Ну, представьте себе, начало 20-х годов. В России только недавно закончилась гражданская война. В стране белых офицеров, иначе как белогвардейской сволочью, никто не называет вообще. То есть это не принято. И тут вам на сцене главного театра страны в Москве ставится пьеса, где эти офицеры показываются не только людьми. У вас со сцены звучит старый гимн «Боже, царя храни» в стране Советов. Ну, то есть это вызов, это вызов. Но при этом по какой причине Сталин, который на самом деле не так просто относился к искусству, искусство ценил, эту пьесу воспринимает. Потому что он говорит, да, она написана врагом, но написана в нужном ключе, да, то есть есть вот это вот принятие, почему они проиграли. И показаны люди, и ему это нравится, он этим эстетически наслаждается. Я не помню, сколько там по разным версиям он посещал Дни Турбиных, говорят, что очень много. По-моему, больше 10 раз. Ну уж 3 говорят точно. Да. А вот «Бег» — это уже не то. Да, потому что нет никакого такого вывода, и поэтому после «Бега» у Булгакова начинается такое количество проблем. Поэтому после «Бега» к нему приходят с обысками ОГПУ, потому что уже становится прекрасно понятно, как бы куда он на самом деле смотрит. Момент взаимодействия, вот эта вот история со звонком, который вроде был или вроде не был. Кстати, я почему-то убежден, что был, потому что как-то странно все очень в жизни Булгакова поменялось. То есть его уже почти готовы были прессовать, но тут вдруг 30-й год, и он получает должность второго режиссера, он переехал на другую квартиру, которая в разы больше, у него уже с финансами особо никаких проблем нет. Выбрал родину? Ну ведь да, ну, в тот момент, просто когда читаешь Гроссмана, да, вот там у Гроссмана в романе «Жизнь и судьба» есть замечательная совершенно история о звонках Сталина. А Сталин же действительно очень долго действительно любил звонить иногда людям по телефону. Больше того я могу сказать, в начале правления Иосифа Виссарионовича вы могли ему дозвониться в Кремль. Потому что у него не было коммутатора и была еще прямая линия. И это отменили только после того, как Сталину по ошибке там бабки какие-то звонили, еще кто-то звонил. И он же сказал, что все, как бы прямую линию не ставить. Еще один знаменитый звонок Пастернаку. Да, то есть и вот эти вот звонки, их было очень много. И Гроссман как раз описывает, как менялась жизнь людей. Вот как раз после этих звонков у него это в романе «Герой физик Штрум». И у Булгакова примерно такое же изменение произошло. То есть не случайно он после этого так хотел со Сталиным еще встретиться. Заметьте еще один другой момент. Он же соглашается писать пьесу о Сталине, о молодости, Батум, да. И какой для него удар становится тем, что Сталин запрещает, отменяет. Говорит, нет, потому что Булгакову
со Сталиным хотелось вступить в диалог. Почему? Он оценивает его не просто как правителя, он дает ему оценку, в том числе как прототипа персонажа и как художественному образу. Заметьте, любой художник, когда он работает с чем-то, да, и работает с образом какого-то человека, он же работает не конкретно с этим человеком, не хвалит его, не делает из него что-то. Он создает из этого художественное творчество. Сталин уже превратился в функцию. Зачем ему показывать себя как человека? Ну, в том и дело, да. А как бы ему хотелось показать это. То есть, понятное дело, что если бы Булгаков взялся за Батум, это явно не была бы агитка. Да? Это, скорее всего, была бы история про живого человека, по сути дела, про его трансформацию, и как именно появилась вот эта фамилия Сталин. Да? Почему Джугашвили броней покрылся фактически. Коба. Вот что, да, как бы его интересовать могло. Могло, потому что, опять же, работа не закончена. И поэтому это для него трагедия, как для художника. Потому что, опять же, смотрел в вечность, а здесь вопрос сиюминутный. Сталину не хотелось быть так представленным. Да? Сталину везде хотелось быть представленным так, как, в общем-то, транслировал его образ. Везде пропаганда. То, что все говорим спасибо Сталину за счастливое детство. Вообще за все. Воюем за Сталина, умираем за Сталина, живем со Сталином в сердце. Этого было вполне достаточно, потому что это не претендовало ни на какую искренность, на которой строится настоящее искусство. А все, что делал Булгаков, оно было именно что искренне. Заметьте, когда вы, например, сейчас читаете его «Кабалу Святош», вы поражаетесь тому, насколько Михаил Афанасьевич сумел соединить две эпохи. Эпоху Мольера и свою эпоху советскую. Как говоря эзоповым языком про эпоху Мольера, он на самом деле описывал все, что касалось цензуры и проблем того времени. Так он показывал метание художника, который просто не знает, как ему высказаться, потому что ему это высказывание сделать не дают. Не понимает одной важной вещи. Он работает на вечность, а ограничивают его те, кто смотрит только в нынешний день. Вот и есть главный конфликт Булгакова и власти. Спасибо. Очень короткий раунд перекрестных вопросов. И мой короткий вопрос, если позволите. Все-таки в этом знаменитом разговоре, был он или не был, мы не знаем доподлинно, но есть такая ссылка на то, что Булгаков сказал, что художник не может существовать вне Родины. Купил он этим ответом себе должность в МХТ, или квартиру, или еще несколько лет жизни, или спас он свое самое главное произведение, которое он напишет потом, или допишет? Очень коротко. Вполне вероятно, что да, потому что Иосиф Виссарионович, он же вообще был мастером строить провокационные вопросы. И как пересказываю этот разговор, он начался с вопроса: «Неужели мы вам так надоели?» Знаете, если Сталин вам задает такой вопрос, и вы понимаете, в какое время вы живете, как-то очень не хочется ответить «да». Хотя на самом деле да, потому что Булгакову они очень надоели. То есть, когда он писал письмо в правительство, он же там напрямую говорил: просто решите уже мою судьбу, вы же мне просто жить не даете. То есть, либо дайте мне уехать, мне есть куда. То есть у меня есть родственники за границей, нормально меня примут. И даже были предложения о постановках. Да, и предложения о постановках есть. У меня есть каналы, все окей. Да? Либо уже меня дайте возможность творить, либо арестуйте, задержите, расстреляйте, не знаю, что хотите, сделайте. Но просто сейчас вы для меня делаете жизнь невозможной. Ну и для него, по сути дела, и создали такой чуть ли не идеальный кокон. Потому что, как иначе это назвать? Но да, вот этот ответ, что писатель не может жить без Родины, скорее всего, Иосифа Виссарионовича очень порадовал. Понравился. Евгений Викторович, ваш вопрос. Вопрос. Не лежит ли во всем вот том, что сказано, отношения с властью? Я хотел, правда, приберечь это для своего выступления. Тем, что Булгаков вышел из Российской империи. Он часть этой Российской империи. А Сталин делает все, чтобы восстановить эту Российскую империю. И, по сути дела, ее восстанавливает почти в границах Российской империи. И в этом смысле нет ли здесь
отношение Булгакова с властью чем-то напоминающим отношение другого имперского писателя Федора Михайловича с властью. Есть, но не совсем, как мне кажется. Николай, 2 минуты. Да, есть, но не совсем, как мне кажется, по одной причине. Достоевский никогда себя особо не считал противником чего-то. То есть нужно понимать, что да, он как бы ходил к петрошевцам, он не был приверженцем прям радикальных взглядов. И достаточно быстро от всего отошел, в особенности после как раз каторги. То есть каторга его моментально поменяла. Сколько не прессовали Булгакова, прессовали его немало, он все равно продолжал высказываться. Как или иначе. Но мнение свое, свой взгляд на вопрос пролетарской революции он не терял. Но оно было и логично объяснимо. Для него революция не принесла ничего хорошего. А революция разбросала его семью. Революция заставила уехать его из родного Киева, потерять очень любимый им дом, о чем, в общем-то, и написан роман «Белая гвардия». Там образ дома один из ключевых. И заставила его фактически выживать. При том условии, что новое искусство он не понимал. Ну и не принимал. Заметьте, ведь действительно Советский Союз поначалу, чтобы заполнить вот эту вот повестку, что нам нужно новое искусство, добрал всю возможную дичь, которую только можно выбрать. Ну просто взгляните на этих пролетарских писателей, которые жили вместе с Булгаковым. Скольких из них вы сейчас помните? Скольких поэтов вы помните? Часто вы перечитываете Демьяна Бедного? Тоже мне поэт. Ну, как бы да, ну поэт же, поэт. А Маяковский? Вот. А Маяковский – это другой вопрос, потому что Маяковский, они, кстати, с Булгаковым были дружны, да? А он тоже, помимо нынешнего, смотрел «Вечное». Там, кстати же, еще один из интересных моментов, что вот этот звонок Сталина, он был спровоцирован как раз самоубийством Маяковского. Потому что он состоялся в апреле 30-го года. В апреле 30-го года Маяковский покончил с собой. И ибо Сталин подумал, что если 2 уйдут из жизни, это будет слишком круто. Поэтому надо позвонить. Спасибо, Николай Евгеньевич. Я хотел бы напомнить всем тем, кто к нам сейчас подключается, что мы находимся в Национальном центре «Россия», и у нас встреча литературного клуба, чтобы почитать. И у нас битва талантов, можно сказать, даже битва титанов. Федор Михайлович Достоевский против Михаила Афанасьевича Булгакова. И вторая битва – это битва Евгения Викторовича Жаринова против Николая Евгеньевича Жаринова. Это, скорее всего, бои местного значения, чем битва. Можно я сразу капитулирую? Евгений Викторович, 10 минут. Да. Вот я подумал вот о чем. Мыслим ли Достоевский вне Российской империи? Нет. Он в этом смысле... Я даже спорил на эту тему, продолжает вот эту традицию русских писателей, в частности Пушкина, который был тоже поэтом империи. Как бы вы там не судили его, знаменитый клеветникам России, который сейчас у либеральной общественности вызывает только идиосинкразию. Но это имперское стихотворение. И никуда вы не денетесь. Это так. И сам Пушкин себя мыслил как частью вот этого хребта дворянской империи и так далее. И у него были особые отношения с тем же самым Николаем. Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Это действительно очень сложный вопрос. А Достоевский, который восхищался Пушкиным, которого считал тайной, которую он унес с собой в могилу, и которую мы неизвестно, разгадаем или нет. Он был имперским, конечно. Не сразу, он менялся. Петрошевцы – это одно. Это такие социалистические взгляды. Может быть, с христианским акцентом.
а потом, получив страдания, к вопросу о страдании, а потом встречаясь с женами декабристов, у которых произошло очень серьезное тоже изменение, а потом выходя из каторги и уже начиная воспринимать Российскую империю иначе, а потом ставя перед собой самый главный вопрос, который касается всего творчества Достоевского, вопрос о нигилизме. Потому что нигилизм, впервые озвученный в «Отцах и детях» Тургенева, которого Достоевский терпеть не мог, он опередил Достоевского, и он поднял этот вопрос нигилизма, который, если не ошибаюсь, Николай Петрович, отец Аркадий, произносит «нихил», но это значит «ничто», а власть «ничто» – это власть сатаны, это пустота, потому что Господь наполняет этот мир, плодитесь и размножайтесь и так далее. И Достоевский заражен этим нигилизмом. Он продолжает эту тему в «Раскольникове». Он доводит ее до крайней точки в «Бесах», где он просто показывает восстание ангелов через петрошевцев и прочее, прочее. И поэтому он понимает, что если в имперской власти начинать сомневаться в триаде, который устанавливает министр Уваров и который поддерживает вся имперская власть, а именно православие, самодержавие, народность, то тогда наступит то, что прекрасно сформулировано у героев Достоевского, а потом у Фридриха Ницше. Бог умер. Но если Бог умер, все дозволено. И отсюда имперскость Достоевского. Я держусь за эту власть, потому что эта власть дана от Бога, и никак иначе. И если я в ней сомневаюсь, то я становлюсь на позицию тех самых бесов, той самой Нечаевской пятерки, которую я изобразил в одном из своих великих романов «Бесы», который читает один из героев Булгакова и штудирует это. Так вот, смотрите, какая получается вещь. А если Булгаков плоть от плоти Российской империи, а как же еще? А если Булгаков видит распад этой империи, а как же еще? А если он в своей пьесе «Бег» показывает, что бежать-то некуда, потому что там непонятно что, и так далее. И если он на самом деле, вот я сейчас произнесу, может быть, очень опасные вещи, видит, что Сталин-то эту империю восстанавливает. И мы знаем, что у Сталина были очень сложные отношения с церковью. Это знаменитый его белый китель. Это его восстановление отношений к патриарху Алексию. Это, заметьте, в войну он обращается к народу как церковник, братья и сестры. И никак иначе. У Булгакова очень сложное отношение к власти. Он не понимает ее. Но посмотрите, как у Достоевского, у Булгакова есть одна очень болезненная тема. Помните, Воланд сидит на Патриарших прудах, и кажется ему, что в каждом окне сидит по атеисту. Это и есть эта тема. Бог умер, все дозволено. И теперь я пришел на эту землю, в которой атеизм стал всеобщим. И так далее. Мне кажется, что разговор с властью у Достоевского, если вернуться к моей теме, это разговор, который строится по принципу допускать нигилизм или нет. Ведь, понимаете, нигилизм в русской классике воспримется, например, в творчестве Николая Григорьевича Чернышевского, которого Достоевский тоже терпеть не может. Потому что он издевается над его жуткой концепцией разумного эгоизма, который сейчас, например, молодым людям очень симпатичен. Благодаря этому роману «Атлант расправил плечи». А это перепевка разумного эгоизма Чернышевского. Читайте Чернышевского. И он выводит этого Чернышевского в виде такой пародийной формы в «Преступлении и наказании», как Лужин. Вот вам Чернышевский. А Лебезятников
я надеюсь, вы хлопаете Достоевскому. А Лебезятников это Добролюбов. Он видит в них вот эту бесовщину, вот этот нигилизм. И у Дунаева в замечательной книге «Православие русской литературы» показывает, что как эти представители Чернышевский и Добролюбов, выходцы из так называемого священнического жеребячего сословия, пытаются осветить саму революцию по Достоевскому бесовщину. И никак иначе. Именно по этой причине в советское время Достоевский будет запрещен с легкой подачи Горького. И в учебниках в эпоху Сталина вы о Достоевском только увидите его портрет, вот этот вот, кажется, и надпись, что это реакционный писатель. И только после разоблачения культа личности Сталина Ермилов издаст десятитомник Достоевского, первый в Советском Союзе и так далее, который сейчас можно за копейку купить на Озоне, потому что он нахрен никому не нужен. Так вот, получается, что отношение к власти у Достоевского связано в виде вот такой охранной грамоты. Охранной грамоты. Если допустить, что развалить православие, самодержавие, народность, Бог умер, все дозволено. Тогда давайте освящать вот этих ребят, выведенных Чернышевским, Добролюбовым и прочее, прочее. Но к чему они приведут? И он прекрасно показал это в виде Нечаевской пятерки. Убить кого-нибудь, помазать всех кровью и начать этот страшный переворот, напоминающий восстание ангелов Мильтона. Вспомните, в романе «Бесы» там все время что-то горит, и пепел падает сверху, и так далее. Вот ведь какая вещь. И поэтому у него это отношение к власти как к охранной грамоте. Отсюда и его, может быть, у кого-то возмущающая его, так сказать, православность, подчеркнутая. Хотя я знаю, что многие действительно знатоки православия упрекают Достоевского в том, что он православие-то не очень хорошо знал. Он это делает в большей степени как журналист, а Достоевский блестящий журналист. Посмотрите его дневники писателя, какой он журналист и так далее. И его упрекали в этом, что он даже не совсем тонко в этом разбирается, но он стремится к этому. Для него другой альтернативы нет. Почему? Делаю вывод, один вывод. У Булгакова к власти были сложные отношения из-за имперскости. И вопрос самый главный в моем выступлении. Россия может жить без империи? Вы ответили, не я. Не может она быть маленькой страной а-ля Франция. Там в одной Якутии 3 Франции. Почему-то французы ничего не знают об Якутии, а якуты знают о Франции. Все, на этом я закончу. Спасибо. Ну что, я откажусь от своего вопроса. А вы, Николай Евгеньевич, задавайте. А вот, отец, а как ты думаешь, для вообще того, чтобы двигаться дальше, конечно, очень важная история с прощением. Но, судя по биографии Достоевского, он не очень умел прощать. Ну, помнил, во всяком случае, обиды долго. Здесь достаточно вспомнить всю его историю взаимоотношений с Тургеневым. Если, например, тот же самый Толстой все-таки с Тургеневым в итоге помирился, то Достоевский точно нет. И все его пикировки с критиками, со всем остальным, никогда он не шел ни на какие. Никак не смягчал никогда свою позицию. Вот как ты думаешь, что он ощущал в тот момент, когда его позвали на царский обед, где сидел будущий император Александр III, это еще только момент наследника престола, когда его встречала у себя царская власть, которая же, ну, если говорить откровенно, над ним вообще так поиздевалась. Потому что история с инсценировкой казни, про которую все прекрасно знали, что этой казни не будет, что это всего лишь инсценировка,
что людей вывели на плац, что уже приготовились к тому, чтобы их казнить. И тут вдруг, да, как будто неожиданно, по мановению волшебной палочки, приехал вестовой, который сказал, что все это заменяется каторжным сроком. Как ему в тот момент было осознавать это отношение с властью? Ты меня спрашиваешь за Достоевского или как? Мне кажется, что ты думаешь. Вот я тебя просто спрашиваю. Все, я понимаю, что не Достоевский. Я знаю только лишь одно, что когда читаешь роман «Идиот», его романы, они не могут относиться к скорочтению. Поэтому наплюйте на Вуди Аллена и не увлекайтесь скорочтением. Такие книжки должны читаться медленно и желательно семейное чтение. Так вот, когда ты читаешь монолог князя Мышкина, а для Достоевского князь Мышкин – это попытка, с одной стороны, приближения к образу Христа, с другой стороны, к Дон Кихоту, которого он воспринимал как, ну, если хотите, как испанского Христа и так далее. Не буду сейчас вдаваться в подробности, это опять особая тема. То это один из самых сильнейших монологов в русской литературе, может, мировой литературе, когда князь Мышкин говорит, вот минута и вся жизнь. Вот как человек живет, когда его на смерть определили, и ему вся жизнь остается. Только вот эти минуты. Никогда не забуду, в экранизации Бортко и «Идиот», на мой взгляд, это гениально играет Евгений Миронов. Что он там делает в кадре, посмотрите. Как он произносит этот монолог. Это одно из лучших воплощений князя Мышкина. Скорее всего, отвечая на твой вопрос, скажу, вот в этом монологе Федор Михайлович и выразил это. Но маленькая деталь. Это правда. Это его переживание. И это одновременно переживание Виктора Гюго. Его любимейший первый рассказ Виктора Гюго «Последний день приговоренного к смерти». Его страшно интересовала эта граница между жизнью и смертью. Он всегда... Кстати сказать, извините, я отвлекусь. Именно поэтому я не верю в искусственный интеллект, потому что искусственный интеллект не знает страха смерти. Он бессмертен. И это сразу ставит все границы перед творчеством. Творчество начинается только с этого страха. Я думаю, может быть, пережив эту трагедию, Федор Михайлович внутри своего «я» внутреннего открыл такие возможности творчества, которые поразили потом весь мир. И это видно в этом монологе. Он потрясающий монолог. И одновременно с этим он в немалой степени вдохновлен великим французским романтиком Виктором Гюго, его знаменитой первой повестью «Последний день приговоренного к смерти». Вот я пытаюсь просто восстановить, что могло бы твориться в душе писателя, ни в коей мере не беря на себя эту смелость. Спасибо большое. Мне кажется, мы обречены задаваться вопросом время от времени, что творилось в душе у того или иного писателя, которых мы восхищаемся, которым мы любим. Но в какой-то момент приходится переходить к рациональным действиям, то есть принимать решения. Сейчас мы переходим к следующему этапу нашего литературного вечера, встречи в нашем литературном клубе, чтобы почитать. Сейчас на экране появился QR-код и вопрос. Поэтому, пожалуйста, попытайтесь зарегистрироваться в этой самой... в этом самом соревновании, это в не качестве битва, участника. Это бой местно узнать, перестрелочка. Так что... Ну, знаете, у нас так много разных битв в последнее время, что неплохо было бы, чтобы такая интеллектуальная перестрелка заканчивалась миром. Так, заключительное слово каждому. Николай Евгеньевич, с вас начнем. Минута. Минута. А таймер не дадут? А то у меня минута, знаете, Потом счастливых часов не вопросы. наблюдаю. Это голосование, дорогие мои. Ну ладно, Поэтому голосуйте.
Значит, мы начнем голосование после минуты. Регистрируйтесь, наводите на QR-код. Пожалуйста. Вы знаете, У всех получается? Я прошу прощения, чтобы... Кто-то мешает? Так, я ухожу. Так вот, если говорить про Булгакова, здесь на что нужно обратить внимание? Есть такая штука, как размывание смыслов. Такое очень часто происходит с произведением, если оно становится слишком популярным. И это плохо, это ошибочный подход, потому что это в итоге очень многих людей либо отталкивает от творчества, либо приводит к тому, что поэтому начинают судить. Потому что, сами, я думаю, знаете, если кто-то говорит, что его любимый роман «Мастер и Маргарита», у большинства людей, которые любят литературу, так фу. Вот. Я тоже не люблю роман «Мастер и Маргарита», но любил его на протяжении последних лет 30. И я вам могу сказать, что это немножко неправильный подход по одной простой причине. В этих текстах они же не случайно становятся популярными, и не просто становятся популярными. Некоторые из них переживают время. В них намного больше тем, которые можно найти, и не стоит на них так зашоренно смотреть. У меня вот точно такая же история произошла с портретом Дориана Грея в Оскара Уайльда, уж казалось бы, да. Одно из самых популярных произведений, все там уже прочитано до дыр, а нет, не совсем так. Когда уже с позиции других текстов, других влияний начинаешь на это иначе смотреть, то понимаешь, что перед тобой действительно великое полотно. И вот с Булгаковым точно так же. Булгаков, это не ширпотреб. Булгаков – это очень большой художник, который пытался работать в популярном жанре, потому что ему хотелось донести идеи до людей. Спасибо. Евгений Викторович, минута вам на заключительное слово. Хорошо. Чего Достоевского защищать? Он в этом не нуждается. Давайте я попробую защитить Булгакова. То есть 2-0 получится, да? Да. Зачем Достоевского защищать? Зачем? Он, как говорится, прям по Шпаликову. Я к вам травою прорасту. Вот как хотите. Или, как говорил, кажется, Пабло Пикассо. Если вы не понимаете моего искусства, я приду к вам в дом в форме унитаза. Вот Федор Михайлович прорвется отовсюду. Не дай бог, только не через рекламу ВТБ. Потому что когда я вижу старуху-процентщицу, которая говорит о кэшбэке, я думаю, не хватает одного топора в голове, тогда будет Тарантино. Вот. И это будет хоть смешно. Так вот, а Булгакова почему я хочу защитить? Я ему, Булгакову, при всей моей любви, потому что я помню ожог, который я испытал, когда впервые еще в 10 классе прочитал этот роман. У меня была прекрасная учительница Инна Яковлевна Клиницкая, которая нам подсовывала издание журнала «Москва», чтобы мы прочитали его и так далее. И мы с Сашкой Машинским, ныне покойным, это читали, пересказывали, восторг полный и так далее. Это воспоминание почти детства никогда не забудется. Он вошел вот с детства. Чего там 16-17 лет? Детство, конечно, сопливое. И поэтому куда это денется? Сейчас я вижу, что он действительно стал уж слишком популярным, слишком общедоступным. Я ему желаю одно, чтобы пройдет какое-то время, и его забыли. А потом какой-нибудь мальчишка сопливый или девчонка лет 16-17 достанет его из-под полы, прочитает впервые, и это будет рождение. Это будет то самое, что я к вам травою прорасту. Вот тогда очистится вся эта популярная хрень. Тогда его воспримут таким, какой он есть. Я ему считаю только лишь, чтобы он на какое-то время, как Федор Михайлович, который в советское время был напрочь забыт. Забыться. Как Шекспира, которого веками никто не ставил. Он был забыт. Иногда такой классики. Вы думаете, все время читали Гомера, что ли? Данте его не читал, я вам честно говорю. Так вот, я желаю ему
быть забытым, потому что подобная классика, а эта классика, она бессмертна, она прорастет. И главное, чтобы она проросла хотя бы через душу одного искреннего писателя, который, как сказал Александр Сергеевич Пушкин, над вымыслом слезами обольюсь. Я уверяю вас, слезы потекут. Спасибо. Ну что, у нас голосование закончилось. Друзья мои, кто там контролирует процесс? Наш Центр избирком, или как вас там? Закончилось. Наш Центр избирком говорит о том, что 55% у Федора Михайловича Достоевского, 45% у Булгакова. Ну что, надо похлопать еще раз, наверное. Победила старость и опыт, что называется. Но мне, запомните, но мне время тлеть, ему цвести. Итак, блок вопросов и ответов последний. Начинаем мы с вопросов перекрестных. Эта часть зала – вопрос Николаю Евгеньевичу. Очень короткий вопрос, очень короткий ответ. Просьба, иначе нас отсюда всех выгонят. Скажут, очень долго рассуждаете. Победитель-то уже известен. Николай Евгеньевич, да, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какого, по вашему мнению, есть ли отличия или общие черты между Чичиковым Гоголя и Чичиковым Булгакова? Ну, у них фамилии общие. Что же? Но так, естественно, у Булгакова очень много чего гоголевского, по той простой причине, что он сам называл своих двух любимых писателей, это Гоголь и Гофман, он так называл их два моих любимых Г, поэтому мотивы гоголевские, они у него везде постоянно угадываются, чувствуются. Спасибо. Вопрос Евгению Викторовичу. Пожалуйста, вот нам. Очень коротко, короткий вопрос, короткий ответ. Блиц почти что. Здравствуйте, спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Какой роман или повесть Достоевского нравится вам больше всего и почему? Я не могу их разделять, мой дорогой, потому что... Сколько вам лет? Я не слышу. 12. 12. Какая прелесть. Какая прелесть. Вот где перспективы. Да? Вот будущее. Вы не представляете, как я вам завидую. Вам 12 лет. Значит, впереди еще не только пятикнижие это Моисеева. Ошибка по Фрейду, да. Ошибка пятикнижия Достоевского. А вообще вся классика, дай бог вам читать, дай бог не, как говорится, не уподобляться моде, дай бог, чтобы раз вы сюда пришли, дай бог, чтобы благодаря вам никогда книга не умирала. А выбирать, вы понимаете, знаете, как сказал мой любимый Умберто Эко, все мировые романы являются лишь главами одного огромного романа. Поэтому я не могу выбирать. Спасибо. Чтобы соблюсти справедливость, мало ли что, может быть, от вас тоже появятся вопросы к Николаю Евгеньевичу. Так, давайте вопрос. Николаю Евгеньевичу. Нет? Тогда перейдем к той части. Вот тянет руку молодой человек. Иешуа – это Христос или пародия на Христа? Это не пародия, и это не совсем Христос. То есть это отсылка к Христу, но не как к религиозному образу, а попытка его переосмысления. Пародией это назвать нельзя, стопроцентного соединения тоже нет. То есть это не равно Христос. Это фактически Христос, которого лишили божественной сущности. Спасибо. Вопрос к Евгению Викторовичу. Добрый вечер. Так. Я. Отлично. Да, у меня вопрос по Достоевскому. Да, мы уже сегодня... Да, спасибо большое за лекцию, было очень интересно. Мы сегодня уже говорили, что философия у Достоевского — это философия страдания.
И если это принимать как данность, почему все-таки в «Братьях Карамазовых» Достоевский осудил Дмитрия? Ведь не он же убил отца. Осудил Дмитрия, вы имеете в виду Дмитрия, да? Не он же этот самый Смердяков убил. Да. Почему он его осудил? Вы понимаете, какая вещь? Когда говорят, что Достоевский сказал, что красота спасет мир, это не Достоевский говорит. Это говорит, если не ошибаюсь, Митя Карамазов. Мы иногда путаем высказывания героев Достоевского с самим Достоевским. И здесь я стою на позиции великого нашего культуролога Михаила Михайловича Бахтина, который сказал, романы Достоевского – это полифонические романы. Там автор и герой находятся на одной смысловой плоскости и ведут между собой непрерывный диалог, вернее, со всеми героями. И поэтому сказать, что это именно Достоевский осудил Митю Карамазова, очень сложно. Я бы сейчас, например, показал вам, сколько логических несостыковок в знаменитом романе «Преступление и наказание», потому что весь узел сложнейших нравственных, так сказать, коллизий разрешается через садиста Свидригайлова. А Свидригайлов – это прямое влияние маркиза де Сада. Об этом писал еще американский славист Джексон, Достоевский и маркиз де Сад. Кстати сказать, упомянутый здесь Тургенев так и называл Достоевского «наш маркиз де Сад». И он почему-то у маркиза де Сада много чего находил. Да? И именно эта сволочь Свидригайлов разрешает все нравственные конфликты там. Это одна из особенностей полифонического романа. Вы понимаете, как сказал другой наш великий литературовед Лотман, он сказал, любое большое произведение больше своего создателя. И не поэтому приписывать полностью только воле Достоевского решение по роману не надо. Роман, особенно такого уровня, начинает жить своей жизнью. Я сейчас произношу, может быть, кому-то кажущийся полный дебилизм, но это так. По-другому художественный текст не создается. Это не политическая программа и не апрельские тезисы Ленина. Это текст, который начинает влиять на самого автора. Вспомните знаменитую фразу, которую все время повторяет Черниговская. «И не думайте, что вы управляете мозгом. Это мозг управляет вами». А если это мозг гения? А если этот мозг находится под влиянием вдохновения, которое он не владеет? Потому что это наитие, которое посещает его. А какое он иногда сам удивляется тому, что происходит. Вспомните знаменитую фразу Пушкина. «Знаете, что выкинула моя Татьяна? Она вышла замуж». Вспомните Ильфа и Петрова. Они хотели сначала сделать этот самый эпизодический персонаж в виде Остапа Бендера. И пишут в своих заметках, что делает эта сволочь, растет и растет. Знаменитый Ричардсон, который пишет свой роман в письмах, и сам король посылает нарочного и просит господина Ричардсона, конец XVIII века, чтобы он не убивал Кларису Эндрюс, потому что все фрейлины просто слезами изойдут. И король хочет, не надо, что же будет с двором от этого? И Ричардсон дает это самое обязательство королю. Конечно, не убью ее. А потом утром выходит и говорит, извините, Клариса умерла. Спасибо большое. Так, вопрос Николаю Евгеньевичу. Да, пожалуйста. Очень коротко, пожалуйста, коллеги, друзья. Здравствуйте, меня зовут Дарья, я ученица школы юного журналиста от Национального центра «Россия». И на данной битве талантов были подняты различные темы произведений. И расскажите, можете ли вы выделить какое-то определенное влияние на нынешнюю литературу и общество от произведений обоих авторов? Спасибо. За минуту. Это достижение, Николай Евгеньевич. Буду краток. И это утечет в СМИ за месяц. Это вопрос от журналиста. Огромное. Огромное влияние. Все в нашем русском мире мы едим с Достоевским и Булгаковым. Хотим мы того или нет. Спасибо. И заключительный вопрос. Вопрос Евгению Викторовичу.
Все? Нет вопросов? А, вот тянут руки. Эта часть более активна. Так. Можно? Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Почему лекция? Это же беседа. Ну, беседа. Прозвучала фраза, что на произведение «Мастера и Маргарита», да, вот Булгаков писал, ну, так сказать, переложное продолжение Фаусту, да? Вот это звучало. А у меня такой вопрос, вот перекрестный. Как, на ваш взгляд, Булгаков, пиша это произведение, все-таки на Федора Михайловича Достоевского произведения именно «Преступление и наказание» оглядывался? Ну, если мы посмотрим на Сонечку Мармеладову и посмотрим на Маргариту, если посмотрим на самого мастера и на то, каким Раскольников вначале показан. Вот просто такой вопрос, ваше мнение. Вот он, когда писал, немножко смотрел на произведение Достоевского или нет? Спасибо. Спасибо. большое. Очень коротко, если можно. Ой, коротко, да, как же коротко. Тут вопрос на диссертацию, коротко. Докторскую или кандидатскую? Это самое... Опять-таки, профессор на то и профессор, что цитатами сыпет. Вот смотрите, Лотман говорит, что вся классическая литература русская строится по принципу преступления и наказания, за исключением Тургенева, потому что Тургенев западный писатель, есть у него такая мысль и так далее. А Булгаков пишет западный роман. В нем есть влияние, конечно, русской культуры, русской литературы, но по самой идее, вот понимаете, почему его так любят на Западе, почему его Феллини собирался снимать и так далее. Это западный роман. Западный, потому что там не только Гёте, там и Анатоль Франц присутствует. Потому что у Анатолия Франца есть такой роман, как «Восстание ангелов», где, в общем-то, ситуация Москвы 30-х годов, куда спускаются демоны, повторяется один к одному. И даже вся тема Иешуа, как пишет об этом Симонов, взята из новеллы Анатолия Франца, сборник «Перламутровый ларец», «Прокуратор Иудеи». Даже так. Там не только, там много влияний. И там, например, когда описывают вам черную мессу, а это черная месса, 50-е квартиры нехорошие, это тоже ведь интертекстуальность, потому что это очень здорово напоминает роман французского писателя Гюисманса «Без дна», где он описывает просто эту черную бездну, то есть черную мессу. До тонкостей, до мелочей, откуда еще ему брать это и так далее. Я уж не говорю о словаре Брагауза и Фрона, откуда он многое берет и прочее, прочее. То есть это во многом западный роман. И сам роман на самом деле романтический. Он не реалистический, он романтический. Я это могу доказать на щелчок пальцев и так далее. А романтизм не очень-то привился на русской почве. Потому что главная русская почва, она все-таки православная. Как ни крути, она такая. И так далее. Поэтому это западный роман. И стало быть, вот эта идея преступления и наказания по Лотману там не очень действует. Ведь смотрите, как грешат мастер и Маргарита. Маргарита вообще ведьма, нет? Ага. Там ее кто-нибудь за это наказывает? Раскаяние, на каторгу, куда? На костер? Охота на ведьм? Ничего подобного нет. Ничего подобного нет. Там идет романтическое восхищение этой преступной страстью. Понимаете? Поэтому он абсолютно западный роман. И в этом смысле не действует там схема преступления и наказания, которая лежит в основе всего этого текста Федора Михайловича, который определит по Лотману все направление русского классического романа. Смотрите, «Воскресенье». Вот я говорил вам, минута. Какая минута, к чертовой матери? Нехлюдов. Это же Толстой. А не важно, я вам русский роман. Уже все. Нехлюдов. Согрешил с Катюшей Масловой. Получи, сволочь, наказание. Чувствуется, будет Анна второй Каренина. раунд. Мне отмщение, и ас воздам. Заблудила, под поезд лезь.
Лев Николаевич страшно любил это дело и так далее. Вот вам и дальше продолжайте. Кроме, пишет Лотман, Тургенева. Тургенев западник, это да. Ну и Федор, и, так сказать, и Булгаков западник. Он в этом смысле перенасыщен западной культурой. Но он наш писатель. И у нас были такие, как говорится, цветы запоздалые. Вот так приблизительно. Спасибо. Мы тоже уже немножко запоздалые цветы, но я надеюсь, что мы еще будем расцветать все в произведениях русской литературы уж точно. Я хотел бы поставить некую точку в нашей сегодняшней беседе, но не во встречах нашего литературного клуба, чтобы почитать в Национальном центре «Россия». Во-первых, я хотел бы поблагодарить наших сегодняшних участников «Битвы талантов», которые защищали великих русских писателей. Это Николай Евгеньевич и Евгений Викторович Жариновы. Мне кажется, что у нас получилась прекрасная беседа, в результате которой, конечно, победил, как, наверное, многие и думали, Федор Михайлович Достоевский. Но если вдруг вам понравится этот формат, вы можете проголосовать или написать что-то об этом. И если это произойдет, и действительно мы увидим, что всем вам это понравилось, может быть, мы продолжим в таком формате встречаться. И, может быть, опять же, с нашими сегодняшними собеседниками. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы нашли время и пришли на встречу сегодняшнюю. И я надеюсь, что самое важное, что вас вдохновляет, это великая русская литература. А тех, кто задавал вопросы, я приглашаю к нашим сегодняшним участникам. Они вам выдадут по книге для того, чтобы вы могли еще раз прикоснуться к произведениям тех самых авторов, о которых мы сегодня говорили. Спасибо. До встречи. Спасибо.